Давайте по принципам как бы вот работы все-таки поговорим. Какие принципы работы светлиц, на чем это основано? Почему это работает? Кто может что-нибудь сказать, как он понимает? Как бы, не стесняйтесь, как бы. Вот у вас есть какое-то собственное представление об этом? Ну вот расскажите, как вы считаете. Ну, как бы каждый может понемножку рассказать, как он понимает. Это опять же дает вам возможность поточность как бы почувствовать. Если даже вы не знаете, чего об этом говорить, но все равно что-нибудь расскажите. Это позволит. Можно мне? Да, давайте, Галина. Я Галина Николаева из Тольятти. У меня светлица «Золотое яблоко». Я ее приобрела в прошлом году, перед Новым годом. Хотела очень. Переболела ковидом. И ну, вот надо было, не знаю, хотела и все. И перед Новым годом она пришла. Очень долго все восстанавливаются после ковида. Я восстановилась благодаря этой светлице достаточно быстро. Каким образом? То есть мне вся система давала всю информацию. Я все это принимала. Плюс начала прилагать физические упражнения. И я, ну, наверное, менее чем за 3 недели я восстановилась после этой болезни. Сейчас я себя чувствую очень хорошо. Золотое яблоко постоянно контактирую каждый день. Легкость, такое вот восприятие мира очень позитивное. И я очень благодарна всей системе и вот этой светлице. А мужу подарили благо аурум на день рождения. У него был юбилей, мы решили вот сделать ему такой подарок. Мы с ним, вот я что-то подумала, а он это делает. Я что-то подумала, а он это делает. Думаю, вот я забыла ему сказать. Думаю, что же, прихожу с работы, а у него это все сделано. Вот таким образом работает светлица. Я очень благодарна и довольна. Спасибо, Галина. Ну вот все-таки о принципе работы. Кто-нибудь еще-нибудь нам расскажет, как свои собственные представления, как это работает. Им что-то Ну, говорить. Сергей, скажу честно, с точки зрения технической, я не знаю, как это работает, потому что я не ученый, не физик, вот. Ну, так как вы вот давеча сказали, да, про стекло, да, если оно грязное какое-то, пыльное, мы его протерли, вот, и цвета стало больше. То есть я так понимаю, что каким-то образом, то есть мерность, в которой человек, скажем, находился до светлиц, как-то вот эта мерность изменяется, и он попадает в какую-то в другую мерность, да. Ну, опять же, я здесь не могу углубляться в физику. Если бы я ее так хорошо знала, наверное, я бы могла тут дискутировать очень много. Вот. Ну, вот я так думаю, что это какие-то уже технологии, которые обычному школьнику, ну, школьнику тех времен, скажем, сложно. То есть я это воспринимаю вот как-то вот так, да, как квантовая, может быть, физика, как сейчас мы говорим. Вот. Но объяснить с точки зрения технической, конечно, я не могу. Ну, давайте, может быть, попробуем попроще объяснить, как бы вот почему это все. А, вот Алексей у нас ответ на это Да, дело. давайте попробую я Давайте. объяснить. Ну вот, у нас есть какое-то желание или намерение что-то сделать, да? Когда мы взаимодействуем со светлицей, она выступает в роли такого усилителя нашего желания, и как она выступает в роли проводника между вот мной и окружающим миром. То есть начинают складываться какие-то взаимосвязи, какие-то события начинают выстраиваться таким образом, чтобы у меня получилось вот это вот то, что было задумано.
И также и она работает как усилитель обратной связи. То есть вот человек как бы начинает видеть вот, или чувствовать вот эти сигналы, которые идут из внешнего мира и которые показывают, какие нужно сделать действия. Ну, нельзя же просто сидеть и бездействовать, да, и там по щучьему велению. Ну, этот эффект как бы тоже есть, но все равно ты прикладываешь какие-то усилия, и они реализуются с большей эффективностью. Так вот получается. За счет чего эффективность вдруг реализуется? Как вы считаете? Почему это получается? За счет того, что вот лучше ну, появляется ясность в том, как это должно осуществиться, во-первых. И опять же, происходит такое усиление, ну вот хороший пример, да, то, что замутненное стекло там грязное, да, здесь происходит как бы вот протирание, и человек лучше видит картинку, то есть лучше видит какие-то ситуации и лучше видит, как эти ситуации могут развиваться для того, чтобы реализовалось то, что вот было задумано. Спасибо. Можно я попробую Давайте, добавить? Надежда. Ну вот структура, она структурирует поток благ и поле событий. Вот, то есть мы находимся в таком очень хаосном порой событийном пространстве, а вот применение и настройка на карты, да, вот на эти, они позволяют нам вот этот вот поток выстроить таким образом благополучным как бы для нас. То есть мы и сами настраиваемся, и вот это вот поле событий формируется для нас. Происходит такая настройка, балансировка, и вот тебя наводят на цель. Вот каким-то таким образом. Но это заложено вот в ту цифровую матрицу, которая находится внутри этой карты. Хорошо, спасибо. Ну, давайте. Так, Я хочу сказать, Сереж, Света, да. дело в том, что у меня какое-то другое отношение. Я не простраиваю сама какие-то варианты. Я доверяю тому чувству, что мне приходит, и я просто иду и делаю. То есть это как чувство пути, да, то есть я получаю сигнал, я его слышу, и движение. То есть если есть у меня мечта что-то получить, я не простраиваю варианты, что я должна делать для того, чтобы это получилось. Я как бы доверяю миру, и вот он меня ведет. И мне кажется, что вот светлица, это как раз вот как она как светит путь. Но лично мой мозг не выстраивает. Я пойду туда, сделаю то-то и вот это вот. Я вот говорила не про мозг, а свет. именно светлица, как раз правильно. Интуитивное восприятие. Но ты задаешь задачу все равно себе, да, то есть ты ставишь же задачу, твоя мысль. Я не ставлю задачу, ментальная. у меня есть мечта. То есть у меня есть желание. Задача и желание, да, ты ее отпускаешь. У меня есть желание. И она ведет тебя. И вот она и ведет, вот поэтому, да. Это как фонарик просветно. Подтверждаю, у меня тоже так. Спасибо. В этом процессе светлица-то участвует или не участвует? Вопрос был вообще, как этот механизм работает, объяснить, ну, попробовать объяснить людям, да,
Ну, можно как бы, вот есть исходный сигнал, вот есть результат, да? Можно просто получать и наслаждаться, и все. Но как бы для людей, которые хотят, вот, ну, и сомневаются, вот, стоит ли пользоваться такой технологией или не стоит, да? Им, может быть, что-то более наглядное надо. Не то, что вот пункт А и пункт Б, и все, никакой связанности нету. А вот на таких механических примерах я пытаюсь объяснить. Спасибо, Тамара. Добавьте. Я думаю так. Если у человека есть структуры сформированные, которые есть в этих светлицах, они совпадают, они резонируют, и тогда усиливается эффект. Вот у меня такое представление, что человек своими структурами должен соответствовать этой светлице. Он постепенно как бы нарабатывает эти структуры. И вот когда они совпадают, получается как резонанс. Ну, у меня такое впечатление. Ну вот я, например, мне кажется, что ну вот сами карточки, они сами по себе, грубо говоря, как некий ключ, который связывает с той или иной структурой, которая, допустим, где-то есть. И поскольку эти все структуры, они между собой, ну, скажем так, связаны и, грубо говоря, имеют какую-то одну основу, ну, какую-то одну природу, скажем так, природу, скажем, ну, света, как бы, потому что, ну, часто говорим, что там свет такой, там свет знания, там, ну, там свет любви, вот, все-таки есть какой-то, значит, раз есть свет, значит, есть какой-то источник, вот, но какой-то источник, откуда он берется, и как там дальше все это происходит, это вот я не знаю. Ну вот, а то, что как бы, ну, в карточках просто есть какая-то там структура, которая, я, допустим, держу карточку, и как бы получается, грубо говоря, это ключ соединения с этой структурой, которая там имеет определенные свойства, и через нее можно решить там те или иные как бы задачи. Ну вот у меня примерно понимание такое. Спасибо. Ну, отлично. Вот смотрите, как интересно у нас получилось, что у нас есть на один вопрос, как бы, да, вопрос, как это работает, да, то есть мы получили очень много разных ответов. Причем они совершенно, как бы, даже, может быть, и не о том, что как это работает, а о том, как, ну, как бы надо довериться и применять больше, да, то есть я свой случай расскажу. В свое время, когда мы только начали, у нас первое изделие, которое было сделано, это был эконорм для автомобиля. Мы с автомобильной тематики начали, получили тогда интересные результаты по падению ЦО, ну, прямо на глазах, когда в некоторых автомобилях СО-CH, то есть в выхлопе в автомобиле уменьшалось в разы. Ну и я поехал, думаю, надо показать Борису Евгеньевичу на семинар, ну как бы вот получить его мнение, как бы, как он рассматривает этот вопрос, как бы для него. Да, он как бы слушал, да, говорит, интересная штучка, как бы это сетевая, видно, что она дальше сети начнет выстраивать между другими изделиями, как бы все это связность имеет определенную, что это некая система упорядочивания. Вот. А потом меня спрашивают, да ты как собираешься объяснять людям, как это работает? Ну, я начал там вот про теорию, там про структуры, там туда-сюда. Он послушал, говорит, слушай, говорит, это все, говорит, не пойдет. Надо, говорит, сказать просто, говорит, что там внутри есть кусочек метеорита, а мало ли чего он там набрал за эти миллиарды лет, пока он летал. И без этого, поэтому, так как там есть кусочек метеорита, это работает. И все, больше ничего не надо, говорит, объяснять. Поэтому, если вам придется объяснять кому-то что-то, вы смотрите на реакцию людей. То есть, ведь задача человека не обязательно разобраться в этом вопросе досконально. Да? То есть, ему надо, чтобы это, вот как сказала, кто у нас, Любовь, да, что это отрезонировало человека, то есть, в некий резонанс с его представлениями. Да? То есть, тогда это он принимает. Если это не резонирует, то есть, как бы, он сам, дайте ему возможность самому высказать на эту тему, чтобы он
ну, как бы предположила, как это работает. А пусть он предположит, как это работает. Ну, и сказать, да, так это и работает. Вот как ты считаешь? Потому что вдаваться в теорию физических структур, там, говорить о времени, о структурах времени, конечно, это интересно. Вот, я как-то тут поначалу думал на эту тему порассуждать в очередной раз, но сейчас понял, что это не имеет никакого смысла, потому что задача, чтобы люди начали этим пользоваться. А если мы их загрузим какой-то вот такой информацией, они могут и не дойти до использования, скажут, нет, это слишком сложно, я боюсь это применять. Вот. Ну что ж, ну давайте сейчас вот наш итог небольшой нашей дискуссии как бы подведем вот в каком плане. Это даже не дискуссия, это такое небольшое обсуждение. Мы вот в формате таком коллоквиуме выступили. Каждый немножко рассказал о том, как он с этим взаимодействует, какие у него результаты есть, как это для него это работает там, и так далее. Что это нам, в общем-то говоря, дало? Мне вот интересно, кто-нибудь наблюдал, как бы, что происходит. Ну, наверняка есть у нас тут люди, которые наблюдают, что при этом еще происходит вот в пространстве времени. Да? То есть, ведь что здесь мы об этом сказали? Что у нас есть некая фазовая решетка, да? Вот фазовая антенна. Мы настраиваемся, как бы, каждый элементик на некую задачу локальную и более глобальную. Да? То есть, и так как это у нас структуры, связанные со временем, то мы вот фактически с каждым взаимодействуем, да, то есть фактически такой лучик как бы создаем в пространстве и во времени. И вот такие лучики каждый с каждым как бы создавал. Да, то есть вот эти лучики у нас как бы сейчас образовали такое полотно временное, ну, для некой картины. Да, то есть картины мира, скажем так, картины светлого будущего, которую мы хотим нарисовать. С тем, чтобы у нас появилась возможность в этом будущем потом еще и пожить. Чтобы не было, как у Некрасова, да, его «Кому на Руси жить хорошо», помните, там слова такие, жаль, только жить в это время прекрасно уж не доведется ни мне, ни тебе. Надо, чтобы нам довелось жить в это время прекрасно, поэтому давайте будем конструировать то будущее, которое мы будем считать прекрасным и хорошим. Ну, это мы как бы в целом этим и занимаемся на каждом из наших занятий. Вот. Но давайте мы сегодня такую практику попробуем сделать. То есть мы там, у нас была просьба приготовить бумагу и фломастеры. Поэтому мы сейчас возьмем листочек бумаги. Вот, возьмем фломастер. И сейчас попробуем настроиться на структуру энергия времени. Эта структура у нас сейчас присоединена к нашему каналу Zoom. То есть мы с ней все взаимодействуем. Да, то есть энергия времени – это энергия, которая заложена во времени для того, чтобы наше время жизни протекало эффективно и с минимальными издержками. Да, то есть у нас сейчас есть возможность вот на базе вот взаимодействия с этой структурой, ну, как-то свои задачи собственные отстроить согласовать его, свою собственную задачу с тем будущим светлым, к которому мы стремимся. Да? То есть новое будущее и новое прошлое. Поэтому мы берем, да, то есть настроились на вот эту структуру. Мы как бы почувствовали, как некий поток в нас входит, взаимодействует с нашей задачей, которую мы поставили себе, сформулируем. Мы в самом начале говорили, что надо сформулировать свою задачу, цель, желание, неважно, как это называется. Мечта, фантазия, то есть что угодно. Вот. То, что вас влечет вперед по жизни. Потому что если ничего не влечет, то, как говорит товарищ, говорит, у меня мечта бросить пить. Он говорит, ничего, что ты не бросаешь. Он говорит, да как же я буду жить без мечты? Вот. Поэтому у кого какая мечта, неважно. То есть важно, что она нас куда-то вот влечет к какому-то светлому будущему. Вот. Но у нас есть шанс, да, какой шанс? Шанс использовать вот наше коллективное взаимодействие, бионет взаимодействие, да, то есть у нас вот есть вот эта вот матрица фазовой решетки, да, фазовой антенны, и мы наводим вот эту фазовую антенну на вот это вот цели нашего будущего. Поэтому мы берем, да, то есть настроились. И теперь попробуем отобразить траекторию, собственную траекторию движения вот к этому будущему, вот движение руки. То есть мы
как бы рисуем какую-то линию, там, может быть, прерывистую, непрерывную и так далее. То есть отпускаем руку, как она движется в неком потоке, да, то есть этот поток мы отображаем на этом листочке бумаги. То есть движение во времени к той цели, к той мечте, к которой мы стремимся. И рисуем. Рисуем ее легко, непринужденно, не задерживаясь, и понимаем, что это наша траектория совсем не обязательно должна быть заполнять там все, ну раз и провели. Вот появилась некая линия, пересекающаяся друг с другом неких. Почему? Это не обязательно значит, что это точки пересечения, да, то есть так как временно. Если мы вот эту картину, да, посмотрим, что это объемная картина, она не на плоскости, в плоскости мы видим только отображение, то это на самом деле некая линия в пространстве, которая сама по себе как-то вот движется. Но это, так как это временное пространство, то в этом временном пространстве, да, то есть у нас получилась вот некая картина. То есть фактически мы нарисовали какую-то картину, фрагмент этой картины на самом деле. Если мы же говорим, что будущее это оно многомерное, многогранно, поэтому кусочек вот мы нарисовали, каждый нарисовал кусочек вот этого вот будущего мира, будущего вот этого пути к этому миру. Но нам его надо объединить, да, то есть объединить вот эти вот кусочки этих движений, которые мы сделали сейчас рукой, объединить их в единое целое. Это мы можем сделать чем? Тем, что у нас опять же есть наша световая система. Световая система движения, которую мы все время рисуем. Мы как бы все время рисуем вот на этой ткани мира, ткани времени свои какие-то узоры. Но вот мы сейчас сделали некую ткань вот в нашем действии, когда мы говорили о наших связях со светлицами, о том, как мы с ними умеем взаимодействовать. То есть мы рассказали об этом, и фактически мы сформировали определенную ткань времени, в которую вписаны эти светлицы, в которую вписаны мы сами. А теперь давайте на этой вот ткани времени, как на чистом холсте, попробуем нарисовать своим светом вот эти узоры, двигаясь уже в реале. То есть мы вот эту линию, которую мы сейчас нарисовали здесь, да, попробуем отобразить в движении. То есть я включу музыку, поэтому мы сейчас встанем и немножко подвигаемся. Ну, пару мелодий. Ага, да, я хочу спросить, вот мы с Лилией обсуждали, она подключила сразу три одинаковых структуры потенциал женской любви. Да. И она сказала, что как-то вот именно хотел вопрос такой, что имеет значение количество одинаковых структур на их, скажем, ну как, силу, мощь, что ли. Вот она хотела там что-то, допустим, у себя проработать, что-то выявить, проявить. Ну, и вот у нее... Она для себя отметила, что имела. То есть, как бы, получила. Да, то есть, на самом деле, да, то есть есть усиление определенное, если как бы несколько даже одинаковых структур мы присоединяем, как бы добавляем к тем. Ну, там сложение как бы нельзя сказать, что это как бы вот триплюсуется, да, то есть как бы там векторная сумма получается, как бы там поэтому эффекты могут быть немножко разные, то есть у кого-то будет резкое усиление, у кого-то не очень большое. Но поэтому тут надо посмотреть по ощущениям, по внутренним. Понятно, спасибо. Спасибо. Анжелика так и не поняла, из чего сделаны светлицы. Сделаны не из пластика. Вот если взять, то это пластиковая карта. Вот. Просто пластиковая карта. Вот, называется, вот, например, биоянтра у нас называется, такая, и другие. Есть повязки, вот, например, Эврика повязка, да, то есть вот такая, то есть на голову ее одевают, повязка Эврика, про нее была речь. Есть маски, там, золотая маска, маска для сна и так далее, то есть, как бы, да. Поэтому маски могут, то есть изделия разные, то есть из разных материалов сделаны, но всех у них есть внутри структуры. Структуры, то есть это есть некая, сделанная с помощью физики структур. Матрица, можно говорить, можно еще как-нибудь ее назвать, но на самом деле определенная связь с некими структурами, которые разработаны как некие устройства. То есть фактически это некая
среда, то есть каждая карточка является таким включателем, то есть соединителем человека с определенной структурой. За счет того, что в ней есть внутри там некий носитель. Да, то есть, но со структурами связываться, вот сейчас уже технология развилась, можно не обязательно через материальный носитель. Это можно сделать через интернет, связь такую организовать, или через файл, получить картинку с этой структурой, и также она будет работать. Можно я немножко скажу в плане, что такое светлицы? Вчера у меня как раз было общение, как бы в некоторой степени по этому поводу. И я для себя, я думала, с чем сравнить светлицы и как вот объяснить просто это. Вы знаете, многие женщины одевают на себя украшения, золотые, серебряные, и в том числе не только женщины, но и мужчины. Издревле люди надевали на себя какие-то вот вещи, обереги. И вот в данном случае карта, она является новым совершенно вот таким устройством, в котором применены новые технологии, но действует она вот тоже и как защита, и как усилитель, и какой-то проход, ключ вот к дальнейшим твоим благам. Человек, с которым я говорила, да, общался по этому поводу, он говорит, что типа ему не надо, надо развивать в себе эти качества. Конечно, нам надо развивать в себе, и мы это делаем, но тем не менее мы носим одежду, которая нас защищает, мы одеваем какие-то еще атрибуты, да, что-то еще делаем, покупаем в жизни. То есть происходит какой-то процесс, который усиливает качество нашей жизни. Имея карту, ты тоже с каким-то образом, не одеваешь ее, но одеваешь ментально вот эту структуру и продвигаешь себя в жизни. Это не костыль, это не какой-то там, то, без чего мы не можем. Мы можем прожить. То есть мы не сильно привязаны к этому, то есть мы не делаем из этого идола и что-то еще. Да? Мы пользуемся этим, как пользуются люди, уже привыкли к каким-то, что к телефону, да, который нас связывает очень быстро, еще какие-то такие вещи. Но эта карта, она не только вещь, да, она вот такой глобальный структурированный поток, вот благ, я бы так сказала, который нам, да, он помогает в жизни, но усиливается при нашем взаимодействии с ним. Вот есть такие камни, я очень люблю камни, кулоны, вот какие-то вещи такие вот связанные с памятью каменного времени, да, которые дают такое укрепление какое-то. И вот карта, она тоже дает возможность, она усиливает тебя. Вот у меня такое было сегодня ощущение. Усиливает качество. Принятие, более простое, можно сказать, в своем понимании. Да. Спасибо. Я тоже поясню, Сергей Динович, вы правильно сказали то, что каждому человеку должен быть свой подход, и у каждого свое понимание процессов. Вот. Как я объясняю, по-разному. Вот структура – это как словарь, которым человек пользуется, чтобы объясниться с другим человеком. Это упрощает жизнь. Вот. Это как будто ты берешь ложку, вот ты можешь поесть суп, можно поесть и руками, без ложки. Вот. Но ты берешь ложку, потому что это удобнее. Ты не пачкаешься, ты удобно черпать. Вот. Ты можешь добраться из пункта А в пункт Б пешком на 2 ногах. Можешь на велосипеде, можешь на автомобиле. Вот. Карта – это тот же инструмент, который облегчает, упрощает намного твою жизнь. Со всеми этими структурами мы можем и без взаимодействовать между людьми, и без структур. Вот. Но это будет процесс долгий,
и не всегда однозначно эффективный. С картами это инструмент, который позволяет улучшить нашу жизнь эффективно и, ну, и качественно. Благополучно. Вот. И уже как бы с гарантированным результатом. Вот так, спасибо. При твоем гарантированный результат, при твоем тоже движении и при твоем Ну, понятно, действии. если ты добираешься из пункта А в пункт Б, ты все-таки идешь либо ногами, либо на машине. И Да, я вот добавлю по благодарностью этому к миру. Да, Да, по этому поводу, вот люди, которые говорят, что нужно самому, я, вы знаете, столько лет сама да сама, мне так надоело самой, что мне просто захотелось помощи. И уже не самой, а уже ехать на ракете. Поэтому тем, кто хочет сам, им еще не надоело, пожалуйста, пусть сами. Дело выбора. Спрашивают, что делать с листочком, на котором мы рисовали. Да, тут уже что хотите, то с ним и сделайте. Это уже ваше дело. То есть вы можете его... То есть нет никаких ограничений в его использовании. Ну что, большое спасибо. То есть как бы в впечатлениях сегодняшнего вебинара прошу еще написать в чаты. То есть если какие есть, вот мы что-то вот сегодня тут поделали такое. Может быть, какие-то есть моменты, связанные с тем, что тут происходило еще. Но те, кто вот как бы не активны, они есть, вот, я говорю, фазовой решетки, такое понятие, как есть активный элемент, есть пассивный элемент. И тот, и другой как бы работают на прием информации, да, то есть, но есть возможность подсветить как бы вот ту цель, к которой ты стремишься, да, то есть тогда ты активен, ты участвуешь активно во взаимодействии. То есть можно пассивным. Все равно ты получишь свою порцию информации, так или иначе, да, то есть как бы, которая к тебе придет и каким-то образом что-то в тебе поменяет в ту сторону, в какую тебе самому надо. Не туда, куда как бы вот мы хотим чего-то кого-то там направить, или там светлицы говорят, вот они нас, куда на нас влияют. Светлицы не влияют, они создают условия для взаимодействия, для более эффективного взаимодействия человека с этим миром. Но взаимодействие, оно двустороннее, и туда, и обратно. Что ты в этот мир отдал, то тебе обратно и вернется. Поэтому надо пытаться к этому миру бережно относиться и понимать, что это тоже часть вас. То есть вы часть этого мира, и мир часть вас. Поэтому и нет ограничения по расстояниям. Это только кажется, что мы вот локализованы здесь в какой-то вот зоне. Но наша световая часть, она, можно сказать, везде. Есть такой принцип Маха, который говорит, что это физик такой был, Мах. С него названо это число Маха, которое преодолевает, когда скорость звука преодолевают самолеты. Так он говорил, что нет изолированных взаимодействий. Да? То есть любое изменение в любом месте, оно оказывает влияние на всю Вселенную. Поэтому надо об этом помнить и бережно относиться ко Вселенной, которая находится внутри нас, и той Вселенной, которая находится снаружи нас. Поэтому давайте будем смотреть на это гораздо шире, и потихоньку наши знания будут расширяться об этом мире, и мы сможем с этим миром взаимодействовать более эффективно как для решения своих задач, так и для задач всего человечества. Да. Спасибо. Большое спасибо всем участникам. До свидания. Еще пеем песенку «Ку-ку». До новых встреч. Бай-бай.